А у меня вот как раз появился вопрос. А вы сыграли в какую-нибудь игру, которая вам принесло бурю эмоций? Если честно, то мне принесло. Только, естественно, игры с возрастным ограничением. Как пример игры с возрастным ограничением, как от Total Overdose, серия игры GTA и серию игры Postal. А вот про серию игры Postal мы будем о нем и говорить. Postal — это серия игр, разработана компанией Running Resources, известна своей жестокостью, юмором, а также знаменитыми мемными фразами. Hi there, would you like to sign my petition? Ну а теперь давай я расскажу все подробнее о серии игр Postal. Это игра в жанре боевик с умрачительной музыкой и визуалом. Целью игры является истреблять всех, кто попадет под руку на вашем пути. В самом начале все идет по маслу, а дальше это уже начинается настоящий сущий ад. Самый минус в этой игре — это неудобное управление, которое нам придется гадать и ждать, когда это наконец-то сделать. А так ошибки не будем это винить. И так что я поставлю оценку средней, и мы перейдем к следующей игре. Как бы так сказать, менее двинутая на голову часть. В ней также есть жестокость, но явно в меньшем количестве, но больше веселья. Жанр остался таким же. Боевик от первого лица. Заявка игры на выполнение задания от жены. Некоторые задания могут быть и с подвохами, надо всего лишь это избежать. Некоторые задания можно выполнять никого не убивая. А некоторые задания мы можем включать ультранасилию и разносить всех, кто попадется на пути, как в первой части. И геймплей более разнообразный, от начала исследования города до рейдом в вашем доме соседей. И это все озвучку добавляет от создания студии Акелы. И это хочу похвалить на эту игру. И я поставлю оценку хорошо, и мы перейдем к следующей игре. Эта игра представляет себе продолжение второй части добавления 2 дней, субботы и воскресенье. И по идее я должен бы сказать сюжет, но как раз я прочтел, и я лучше сюжет не буду брать. Лучше вы сами пройдите эту часть, не маленькие. Так вот, эта игра уже становится скучнее и разнообразнее, а сюжет будет больше похож как на первую часть. И естественно сам Running Resources не поленился и добавить 2 боссов. Это естественно король нецензионных игр и, естественно, полуразреширующаяся корова Вельзевула. Да, я сам не знаю, что я сказал, и лучше понять не надо. И после этого я не знаю, что сказать, и я лучше поставлю оценку выше среднего, и мы перейдем к следующей игре. А сейчас вам лучше советуется не пропускать ни одного слова и раскрыть свои уши. Или если вы глухой, то просто читайте по моим губам. Поняли? Поняли. Postal 2. Что поржет, это первый спин-офф. Созданная не Running Resources, а создание студии Акелы. Сюжет в общем такой же, как и в прошлой игре, но только не с большими изменениями. Хотя для некоторых девушек 15 сантиметров это уже небольшой. Да уж отсутствие вообще вводит в ступор. Мне не понравилась эта игра из-за сюжета и шутки про половые органы. Да и к тому же, они вообще не смешные. Если почитать шутки Петросяна или анекдоты из журнала, это будет вообще смешнее, чем сама эта игра. Я хоть и не патриот этой страны, но я поставлю эту игру ниже среднего, и мы перейдем к следующей игре. Что я могу сказать? Это всего лишь 2 игры на телефоне Java, где первая игра мы будем играть за чувака, который больше похож на вторую часть, но только с видом сверху. И мы вот как раз в этом городе ищем машину, которую угнали бандиты. Ну что я могу сказать, поставлю оценку среднюю. А вторая игра это вообще перебор. Мы будем играть за Postal Babies, которые нам неизвестно, кто они нахрен такие, и с дерьмовыми управлениями и непонятной механика битвы, да и к тому же, что это за платформер такой дерьмовый. И хочу сказать, и я хочу поставить оценку плохо, и мы перейдем к игре. Да, той самой игре.
добрались. Мы добрались до этого ужасного отдельного искусства и всех игр. Эта игра настолько плохая, что аж можно удовольствием выбросить унитаз, а потом поджигать петарду, чем сидеть за компьютером и наслаждаться это говном. А почему? Я все объясню. Сюжет. Она настолько унылая и надоедливая, что аж когда попадаешься в одну проблему, ты получаешь другой и так дальше. Баги. Их слишком много. Даже есть баг, который портит игру, их придется перезагружать, а сама игра недоработанная. Шкала доброты. В нем отличается от самой концовки и процесс игры. Нафига? Почему? Кто просил? Неизвестно. Бесполезные оружие и механика игры, которые хоть и мы даже испортили пинок и укрытие, чтобы только подоржать, кто играл вторую часть. И сложность игры. Если у вас мало оружия и даже патронов, то хочу поздравлять, пройди игру с самого начала. А саму эту игру могу похвалить только из-за музыки, больше ничего. А эта игра получит оценку шлак, и мы перейдем к следующей игре. После самой худшей игры в истории Postal, Relinquish Series решили сделать дополнение для второй части, чтобы, естественно, продолжить историю нашего чувака с нашим псом Чампом. И у меня как раз задался один вопрос. Какой сюжет будет в этом дополнении? Первое, поехал в катарсис, найти своего пса или поехал за пивом. И у нас правильным ответом будет барабанная дробь. Циферка 2. Как вы правильно поняли, чувак отправляется назад за своего пса, чтобы найти, естественно, и вернуться назад. И наш город Парадайз это все дополняет постапокалипсисе и полнейшим трэшем. И хоть это все добавляет новым оружием и предметам, которые делают веселье в 2 раза, еще добавляются новые боссы, как, например, старые друзья, старые враги и многие такое подобное. И это, естественно, есть несколько баги, но, конечно же, они исправили, чтоб такого не допустили. И в честь этого я поставлю оценку хорошо, и мы перейдем к следующей игре. Это ремейк первой части в честь десятилетия серии игры Postal. И в эту, естественно, ремейк добавляли несколько таких прикольных штучек, места и, естественно, настройки. И еще они исправили управление, и это радует. Ну, вообще ничего нечем добавлять и объяснять, но поставлю оценку хорошо. И перейдем к следующей. Это фактическое продолжение игры после второй части и его DLC, проигнорив третью часть. Сюжет такой: у чувака угнали машину, и он направляется в город Энденсин за поисками своими машинами. И хочу сказать, что попался в город целыми багами и полными ошибками. И если как раз проигнорить на вот это чудо, то можно сказать, что игра сама интересная, и к тому же и механика много. Но это всего лишь ранняя версия, и может в будущем исправить. А так заслужит выше среднего. Еще один спин-офф, но еще в зачатке демо-версии. И я лучше не буду рассказать сюжет, так как могут в будущем изменить. Но я лучше расскажу про геймплей. На этот геймплей больше похож не на то, что будем выполнять задания от жены или от какого-то друзей, которые будем, естественно, попадать на проблемы. На этот раз геймплей это уже больше похож как на серию игры Дума, только на этот раз в стиле Postal. Ну, естественно, можно сказать, что это хорошо, но все баги могут испортить, которые, естественно, придется все перезапускать и перепроходить. Но есть, естественно, баги, которые можно пройти спидран, так что почему бы и нет. Ну а так эта игра заслужит выше среднего, и мы перейдем к выводу. И жестоко криповую игру, которую сделали одну из ситуаций 80-х, они сделали самую смешную и забавную игру, которая она стала на пике популярности нулевых.
Но естественно становится еще хуже, но это пока еще не знаем. Некоторые игроки, они полюбили серию игры Postal за разные вещи, и за мемы, и за музыку. А я полюбил серию игры Postal за все и сразу. Ведь я ни о чем не жалею, ребята. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подпишите петицию на канал и не забудьте ставить колокольчики. Увидимся в следующем видео, ребята.